Всем привет! Сегодня мы начинаем целую серию видео про релизы замечательного лейбла Metal Race, специализирующегося на выпуске альбомов в стилях трэш и death metal, ну и heavy metal тоже. И первым из обоймы релизов лейбла будет альбом Raw Sovereignty 2015 года группы Blood Pollution. Это московская группа, она образовалась еще в далеком 2004 году. И вот странная вещь, что группе уже 17 лет, и за плечами у нее 5 альбомов. Тот, который мы будем сейчас осматривать, это 4-й альбом в их дискографии. И я вот как человек, который, в общем-то, следит за металлической музыкой, не только иностранной, но и отечественной, почему-то практически ничего об этой группе не знал. Так название где-то мелькало на каких-то афишах, в каких-то журналах, но так до меня ни один альбом не доходил. И вот наконец-то, благодаря тому, что Metal Race вышел на меня, прислал эту посылочку с этим диском, я счастлив познакомиться с этим альбомом. Традиционно начнем с оформления. Изначально, когда я только взглянул первый раз на обложку, мне показалось, что здесь пародийное изображение Чапаева и его команды. Чапаев, Петька и Анка-пулеметчица летят на такой вот бешеной тачке и давят своими колесами каких-то зеленых чертей непонятных. Наверное, это, я думал, капиталисты какие-то. Но когда я более подробно посмотрел оформление альбома, я понял, что это карикатурное изображение самой группы. Немножко о самом продукте. Это 4-полосный диджипак. В прорезь внутри диджипака вставлен 12-полосный буклет, который включает в себя все тексты песен. Сам компакт-диск представляет из себя стилизацию под виниловую пластинку, что как бы намекает на олдскульное происхождение этой музыки. Термоусадочная пленка изначально была настолько сильно затянута, что от буклета во внутренней части диджипака остались небольшие такие следы. Ну, как бы ерунда, но так. И еще небольшая помарка от производителя. Это полосочки такие белые клея на внутренней стороне трея диджипака. Как бы, ну, фигня вроде, но немножко неряшливо смотрится. Ну, а дальше мы врубаем диск и понимаем, что музыка полностью соответствует вот этому раздолбайскому оформлению. Стиль этой группы определяется как трэш-н-ролл. Ну, честно говоря, не знаю, где здесь особенно трэш, разве что в скорости исполнения. Как по мне, так это такой несколько ускоренный, утяжеленный хэви с припанкованными рифами. Здесь нечего греха таить и нечего скрывать. Здесь влияние Motorhead очень-очень на поверхность. Про мотор и про эст здесь очень много все напоминает. Здесь и такие раздолбайские соляки, и некоторые такие рок-н-ролльные ходы, и хрипловатый вокал, правда, с несколько таким нестандартным, для меня первоначально показавшимся не очень удобоваримым произношением. Хотя со второго, третьего раза я уже привык, и даже показалось прикольно это такое жевание каши при произношении слов. На этом альбоме 9 треков, и в основном они где-то крутятся вокруг 3 минут, чуть меньше, чуть больше, поэтому не успеваешь уставать от них, но все равно, так же как при прослушивании Motorhead, отлично для меня, любой альбом Motorhead, если ты слушаешь его первый или второй раз, то к концу альбома все это начинает как-то в одну общую кашу сваливаться. Но чем больше слушаешь, тем больше различий в каждой песне находишь для себя, и становится все веселее и веселее. Тексты песен англоязычные, как вы поняли. В основном они такие просто рокерско-хулиганские, такие, которые нет смысла сильно уж описывать. Кроме одного, пожалуй, я бы сказал, который, кстати, перекликается, как мне показалось, по тематике именно с текстами эст. Это песня «Работая на КГБ» или «Работа на КГБ». Кстати, рефрен этой песни так у меня в голове крутится постоянно. «Walking on KGB». Про то, как, мол, я работаю на страну, на ее безопасность. Если ты честный человек, то тебе нечего опасаться, но если ты восхищаешься Западом, то о тебе, может быть, никто уже и не узнает. Ну и про звук альбома.
все эти замечательные песни записаны довольно-таки с сырым звуком, псевдогаражным, я бы сказал. Почему псевдо? Потому что, ну, видно, что ребята постарались, записали все качественно, четко, но не стали так уж сильно все это вылизывать. То есть оставили ощущение живьем в студии, я бы сказал. В общем, замечательный альбом и отличная группа. Мне захотелось собрать все их альбомы. Обязательно это сделаю. Кстати, в посылке от Metal Race там есть еще альбом 2019 года, крайний на данный момент. Его мы тоже обязательно рассмотрим и покажем. Ну, на сегодня все. Увидимся в следующем видео. Мир вашему дому.